Глава 61. Селянь потер мочку уха и произнес: «Пропала сережка». Народ Синьлэ считал, что тот, кто достиг высшего предела самосовершенствования, является собой слияние инь и ян, единство мужского и женского начала. Разнообразие воплощений Божественного Духа не знает разделения по полу, божественное начало может стать как мужчиной, так и женщиной. И эта концепция нашла свое отражение в создании одеяний воина, радующего богов. Каждый раз наряд и образ исполнителя роли Шинью должен был включать элементы и мужского, и женского костюма, к примеру, серьги, яшмовые кольца и так далее. И Селянь, перед тем, как приступить к роли воина, радующего богов, проколол уши, чтобы надеть серьги. То были темно-красные коралловые бусины необыкновенной красоты. Они ярко переливались на свету и считались редчайшим сокровищем. Но когда Селянь забрал волосы в хвост, он заметил, что из пары коралловых бусин осталась лишь одна. Стоило ему сказать о пропаже, выражение расслабленности на лице Муцина вдруг сделалось несколько неестественным, однако никто совершенно не обратил на это внимания. Фэн Синь сначала обыскал комнату, затем и весь дворец, однако вернулся с пустыми руками. Юноша произнес: «Как можно быть настолько рассеянным, чтобы не заметить, что с твоих ушей что-то упало? Во дворце Синьлэ я ничего не нашел, пойду обыщу дорогу, по которой мы пришли сюда. Только не говори, что ты потерял ее прямо во время торжественного шествия». Селяню это тоже казалось странным, однако он не особенно озаботился пропажей. Может, и там. Если так, то мы ее не найдем, потерялась, и ладно. Муцин же достал метлу, которой обычно подметал полы, и спокойно произнес: «Это очень драгоценная вещь. Если ее можно отыскать, нужно искать. Посмотрим, может, она закатилась под кровать или под шкаф». С такими словами он принялся мести пол. Селянь предложил: «Может, позовем еще людей, чтобы помогли в поисках?» Фэн Синь небрежно бросил: «Чем больше помощников, тем хуже. Может статься, мы не только не найдем бусину, но ее еще и кто-нибудь украдет». Муцин, который молча осматривал пол под кроватью, после этой фразы резко поднялся, и его лицо на мгновение побледнело. Метла в его руках с треском разломилась пополам. Селянь тут же удивленно вздрогнул. С тех пор, как они вышли из дворца Шинью, Фэн Синь не переставал критиковать Муцина, однако обходился лишь намеками, не проявляя гнева в открытую. А теперь вышло, что Муцин не выдержал первым. Фэн Синь в ярости крикнул: «Ты чего вдруг вещи ломаешь? Что на тебя нашло?» Муцин ледяным тоном выплюнул: «Если хочешь что-то сказать, говори прямо. К чему эти скрытые нападки? К пропаже бусины я не имею никакого отношения». Фэн Синь в своих речах всегда отличался прямотой и впервые слышал от кого-то обвинения в скрытых нападках. А так разгневался, что даже не смог сдержать смех. «Лучше тебе самому признать, в чем ты ошибся». «Что я такого сказал? Я не обвинял тебя в краже, ты сам полез на рожон». Что совесть нечиста, Селянь опомнился, понимая, что разговор повернул в дурное русло, и поднялся на кровати. Фэн Синь, довольно, на лбу Муцина уже проступили 3-4 крупные вены. Фэн Синь же действительно не заметил ничего необычного и озадаченно спросил: «А что такого?» Селянь не мог ему ничего объяснить, поэтому вначале обратился к Муцину: «Не пойми превратно», Фэн Синь ляпнул, не подумав. «Он не хотел ни в чем тебя обвинить». Муцин крепко сжал и расслабил кулаки, но в конце концов все же перестал гневаться. Только его глаза немного покраснели, когда он обратился к Селяню и, не отводя взгляда, отчеканил: «Ты нарушил слово». Селянь возразил: «Нет, вовсе нет». Муцин замолчал и несколько раз втянул носом воздух, пронзил Фэн Синя взглядом, полным негодования, однако больше ничего не сказал, вылетев из комнаты. Селянь спрыгнул с кровати, чтобы догнать его, но сделал лишь несколько шагов. Фэн Синь схватил его за локоть. «Ваше Высочество, ты даже сапоги не надел. Что о тебе подумают, если увидят снаружи с распущенными волосами? Помоги мне задержать его, для начала оденься и обуйся, убери волосы как положено». «Пусть идет», он всегда был себе на уме,
а сейчас вдруг взбеленился. Кто знает, что его так сильно задело. Муцин давно махнул рукой и скрылся, еще немного, и Селянь не сможет его догнать, пришлось кое-как повязывать волосы лентой, при этом вздыхая, он не взбеленился, просто ты по неосторожности обидел его несправедливыми обвинениями. Фэн Синь достал из платяного шкафа белые монашеские одеяния, которые принц носил в повседневной жизни, и бросил Селяню. «И что я не так сказал?» — Селянь ответил, засовывая ногу в сапог. «Я не могу тебе этого рассказать. В общем, сейчас мы вместе пойдем искать его, объясним, что это просто недоразумение, и никто ни в чем его не винит». Фэн Синь нахмурился. «И что же это за тайна, которую ты не можешь разделить со мной?» Селянь молчал как рыба, не собираясь говорить. Фэн Синь исполнился подозрений, затем вспомнил полный негодования взгляд Муцина и вдруг спросил: «Он что, когда-то правда украл твои вещи?» Селянь тут же весьма красноречиво приложил указательный палец к губам в жесте безмолвия и прошептал: «Нет». «Нет», но реакция принца лишь подтвердила догадку Фэн Синя. «Вот как, значит?» Неудивительно, что он вдруг вышел из себя, ведь я попал по больному. И когда же он вытворил такое, не кричи так громко, Фэн Синь понизил голос, и ты решил скрыть это от меня. Сейчас же выкладывай. Он уже начал что-то подозревать и в любом случае рано или поздно узнал бы правду, сколько ни пытайся Селянь ее скрыть, поэтому принцу больше ничего не оставалось, как смириться, это не считается кражей, просто. Ох, лучше я начну сначала. Ты помнишь, как почти сразу после моего поступления на обучение в монастырь Хуанси 2 года назад я потерял листок сусального золота? От этих слов Фэн Синь округлил глаза и ударил себя по бедру. В тот раз, 3 года назад Селяню путем всяческих уговоров удалось добиться от родителей разрешения стать учеником в монастыре Хуанси до достижения им совершеннолетия. Через год, по завершении строительства дворца Синьлэ, принц, полный воодушевления, наконец смог отправиться жить в монастырь. Приехав сюда, он не стал брать с собой слишком много вещей. Всего-то 2 повозки книг да 200 знаменитых клинков. Но государыня Мин из любви и заботы о сыне, а также переживая, что ему будет нелегко и одиноко жить в горном монастыре, распорядилась прислать на гору Тайцан 20 слуг, а также 4 огромных повозки любимых игрушек принца. Грандиозная процессия поднялась на гору, и среди игрушек оказался дворец, построенный из 108 листков сусального золота. Строительство замков из золота было излюбленным развлечением детей знатного рода государства Синьлэ. Когда всю эту роскошь привезли на гору, начались мелкие пересуды. Каждый обитатель монастыря Хуанси стремился к истинному совершенству тела и духа, однако никто пока не был знаком с характером принца, поэтому монахи, не решаясь высказываться открыто, за спиной принца роптали: этот его высочество, наследный принц, в конце концов, приехал самосовершенствоваться или просто поиграть. Зачем отпрыску драгоценного императорского рода соваться в наш монастырь? Что хорошего может из этого получиться? Фэн Синь, услышав однажды подобные разговоры, собирался вступить в спор, однако Селянь попросил его не обращать внимания и с улыбкой молвил: такова человеческая натура. В будущем они сами увидят, что я пришел не просто ради забавы. И к тому же узнают, кто на самом деле лучший среди нового поколения учеников монастыря Хуанси. Однако вскоре случилась неприятность. Селянь распорядился отослать обратно всех людей и 4 повозки, которые прислала ему государыня. А при подсчете содержимого повозок выяснилось, что пропал один из 108 листков сусального золота. После того, как золотые листки были доставлены на гору Тайцан, они не покидали дворца Синьлэ. И если один листок не потерялся в пути, значит, кто-то его украл. На дороге ничего не нашли, и Селянь вскользь упомянул об этом в разговоре с советником. От мысли, что, возможно, имело место воровство, а значит, в монастыре Хуанси кто-то совершил преступление по причине алчного желания владеть золотом, советник пришел в ярость. И вознамерился во что бы то ни стало отыскать утерянный листок, даже если придется рыть носом землю. И если пропажа будет найдена у кого-то из учеников, их наверняка ждет тяжелейшее наказание.
Поэтому всем ученикам монастыря, количеством более 3000, было приказано бросить все дела, чтобы никто не успел принять меры, и собраться на общее построение, а тем временем обыскать каждую келью. Шум поднялся до небес, монахи без устали искали пропажу, но, к всеобщему потрясению, когда поиски продлились уже довольно долго, Селянь вдруг отказался от своих слов и заявил, что ему очень неловко перед всеми за принесенные неудобства. Принц внезапно вспомнил, что еще когда проживал в императорском дворце, один из золотых листков уже был утерян. Другими словами, первоначально листков в наборе насчитывалось лишь 107, как и сейчас. В ту ночь поиски пропавшего золотого листка, можно сказать, принесли немалые неудобства обитателям монастыря. Все пребывали в крайнем смятении, и когда каждый из монахов уже обливался потом, его высочество наследный принц вдруг заявляет, что их старания напрасны. Разумеется, у многих его соратников в душе зародилось недовольство. Какое-то время ученики между собой сетовали на то, что виновник случившегося все-таки его высочество наследный принц, и с этим ничего не поделаешь, потому ему позволено говорить, что вздумается. Однако многие все же выразили надежду, что в следующий раз он не будет столь забывчив и вспомнит такую важную деталь еще до начала поисков, и так далее, и тому подобное. Фэн Синь, молча слушая такие разговоры, ужасно раздражался, однако Селянь снова попросил его не обращать внимания и спокойно смотреть в будущее, ожидая момента, когда все изменится. А в будущем все вышло именно так. Селянь во всех отношениях превзошел остальных и заслужил звание первого ученика монастыря Хуанцзи среди 3000 соратников. К тому же, благодаря дружелюбному характеру принца без тени злоупотребления положением его репутация улучшилась, и ученики стали высказывать о нем положительное мнение в личных разговорах. Фэн Синь не обладал идеальной памятью и о случившемся вскоре позабыл. Но сегодня, когда Селянь напомнил об этом снова, на него снизошло осознание, и юноша потрясенно и сердито воскликнул: «Получается, тот листок забрал Муцин». Селянь шикнул на него. ТСС, убедившись, что вокруг ни души, он все же заговорил. Золотой листок выпал из трясущейся телеги, когда воз поднимали на гору. Когда Муцин отправился за водой, он нашел листок в траве и спрятал под матрацем, на котором спал, поскольку не смог сразу решить, что с ним делать. В итоге тем же вечером советник вдруг устроил обыск, приказал выгнать всех учеников на улицу и перевернуть их комнаты. Тогда я еще не был знаком с Муцином, просто увидел, что лицо одного из молодых слуг сделалось обеспокоенным. Позднее, когда я сидел снаружи, он поднес мне чаю и по секрету признался в содеянном. Так я и узнал, как все произошло. Нашел и не сообщил о находке, и ты не считаешь это воровством. Ты поэтому сказал остальным, что листок потерялся в императорском дворце, чтобы помочь ему скрыть вину. За рассказом Селянь закончил одеваться и вышел за порог. Именно так все и было. Фэн Синь, рассерженный до полусмерти, вышел вслед за принцем. «Ваше Высочество, известно ли тебе, сколько сплетен звучало за твоей спиной, когда ты только прибыл в монастырь, говори тише». Тогда он действительно выглядел ужасно, бледный был как смерть. Остальные обитатели монастыря и без того плохо к нему относились. Если бы я рассказал правду, то сломал бы ему этим жизнь. Я же обладаю другим статусом, нежели он, и потому в подобной ситуации мое положение также отличалось. Последствия в обоих случаях даже сравнивать нельзя. В этот момент навстречу вышли два младших монаха, которые с должным почтением поклонились Селяню и с улыбкой поприветствовали. «Ваше Высочество, Селянь», также улыбнувшись, ответил на приветствие, а когда они разминулись, снова обратился к Фэн Синю: «Видишь, я же говорил, что нужно лишь спокойно смотреть в будущее и ожидать изменений. Сейчас у меня прекрасные отношения со всеми. И кто теперь посмеет распространять обо мне сплетни?» Они пришли в келью Муцина, однако никого там не обнаружили, поэтому снова отправились на поиски. Фэн Синь произнес: «Мне уже тогда показалось странным, почему я никогда не слышал, чтобы ты терял золотой листок в императорском дворце. И ты молчал об этом целых 2 года, а еще сказал мне, что познакомился с ним,
когда тот подметал пол, после случившегося он просил меня никому ничего не рассказывать. Я дал ему слово и, разумеется, не мог его нарушить. Теперь ты все знаешь, а значит, я не сдержал обещания. Но уж ты то никому не должен рассказывать. Это не считается нарушением обещания. Ты ведь ничего мне не говорил, он сам выдал себя с головой, когда задрожал от страха, будто вор. Селянь пригрозил: так не годится, сейчас же поклянись, что никому не проговоришься. Иначе я навсегда разорву нашу дружбу, и к тому же сделаю так, что ты никогда не сможешь найти себе жену. Фэн Синь так и прыснул: ты разорвешь нашу дружбу. Да на следующий же день после разрыва каждый житель Синьлэ узнает вот что: его высочество, наследный принц, решив одеться самостоятельно, едва не упал без чувств, запутавшись в шнурках от монашеских сапог. Ладно. Я никому не скажу. Да и кому, мать его, хочется разводить подобные сплетни? Помолчав, юноша добавил: вполне возможно, он решил, что я все время задираю его, потому что знаю о том золотом листке. Если честно, мне именно такие люди не нравятся. Взрослый мужчина, а целыми днями занят мыслями о подобной ерунде. Наверняка он давно заподозрил, что ты все мне рассказал. Даже императорские наложницы во дворце не настолько мнительны и расчетливы. Я раздражаюсь от одного взгляда на такое вот поведение. Но ведь не настолько все плохо, как ты говоришь. Ранее в монастыре Хуанцзи никогда не слышали о пропаже вещей, значит, это была его первая оплошность, в конце концов, он поступил именно так из-за матери. Ох, как бы то ни было, он неоднократно заверял меня, что ничего подобного больше не повторится, поэтому я не совершил греха, дав ему шанс исправиться. И он им воспользовался. К тому же сегодня, не подыграй мне Муцин во время падения малыша со стены, конец представления в честь жертвоприношения небесам не выглядел бы таким уж достойным. Фэн Синь насмешливо произнес: ты все равно вошел в историю со своими 3 кругами. Ему даже не требовалось чинить тебе новых неприятностей. Ваше Высочество, я тебе вот что скажу. Я не верю ни единому слову из того, что он говорил сегодня во дворце Шинью. Каждому в монастыре Хуанцзи известно, что во время игры в карты наставники родных не узнают. Почему понадобилось идти с докладом именно в тот момент? Да к тому же отказаться разъяснить караульному, с чьим приказом явился. Такое ощущение, что он сделал все для того, чтобы не выполнить твое поручение. Селянь отрицательно качнул головой и серьезно ответил: на самом деле, причиной тому стало и мое упущение. Я знал, что Муцина не любят другие ученики, и старался поручить ему как можно больше дел, чтобы остальные увидели, что он мой приближенный, и стали проявлять к нему большую вежливость. Я и подумать не мог, что неприязнь соучеников к Муцину достигла подобных размеров. Ему не только не дали выполнить поручение, но еще и сделали мишенью для оскорблений. Посмотри на это с другой стороны, и поймешь, что его странная реакция отнюдь не беспочвена. Фэн Синь совершенно не согласился с принцем, не надо вешать на себя ответственность за его странную реакцию, хорошо. Ты наследный принц. Неужели ты считаешь, что, однажды оказав ему помощь, теперь должен делать это всю жизнь? Ваше Высочество, я в самом деле не понимаю, почему ты так высоко его ценишь. Селянь широко улыбнулся в ответ: Фэн Синь, тебе стоит понять, что многие люди на этом свете для меня — простые камни. Фэн Синь не понял смысла его слов. Тогда Селянь завел руки за спину и произнес: камни попадаются сплошь и рядом, а вот драгоценный самоцвет найти нелегко. За все эти годы на тропе совершенствования своего боевого искусства я встретил лишь 2 человек, которых могу назвать драгоценными самоцветами. Один из них — ты. Другой — он. Принц вдруг остановился и обернулся, его взгляд сверкнул невероятно ярко. Я по-настоящему считаю Муцина чрезвычайно одаренным. Неужели лишь из-за происхождения и неуживчивого характера этот самоцвет останется пылиться без должной огранки и не проявит всю свою красоту? Селянь уверенно заключил: нет. Я считаю, что это неправильно.
Ты спрашиваешь, почему я столь высоко его ценю? По той же причине, по которой я столь высоко ценю тебя. Я непременно заставлю сиять того, кто должен сиять. Кроме того, я не верю, что добрые намерения могут вернуться злом. Фэн Синь остановился вместе с принцем, а дослушав, почесал затылок и произнес: «Как бы там ни было, ты сам должен знать, чего хочешь. И делать то, что считаешь нужным». Да. Так что? Куда все-таки подевался Му Цин, как вдруг им навстречу вышли несколько младших монахов с корзинами в руках? Они шумно переговаривались, а когда увидели селяня, ужасно обрадовались и хором поприветствовали. «Ваше Высочество, наследный принц», селянь с улыбкой ответил на приветствие. Тогда монахи подошли ближе и протянули ему корзины, радушно вопрошая: «Ваше Высочество, отведайте вишни. Ягода чистая, мы вымыли ее в горном источнике, а какая сладкая!» Корзины оказались полны ослепительно-красных плодов вишни, ягоды так и радовали взгляд. Селянь и Фэн Синь взяли несколько вишенок и сами убедились в их сладости и свежести. Один из монахов спросил: «Когда мы подходили к вам, то слышали, что его высочество упомянул Му Цина. Вы ищете его?» «Кажется, мы видели его в вишневой роще, через которую прошли». Селянь ответил: «Вот как. Благодарю за подсказку». Так они направились в сторону вишневой рощи. Кроме дикого кленового леса на горе Тайцан также росло немало плодовых деревьев: персики, груши, мандариновые деревья и многие другие разнообразные виды, среди которых встречалась и вишня. Плодовые рощи питались водой из горного родника, омывались горным туманом и купались в лучах солнца, каплях дождя и росы. Плоды с таких деревьев полнились духовной силой. Часть из них подносили к столу во дворце императора, остальные же служили лакомством для учеников монастыря, которые могли сорвать плоды и подкрепиться после изнурительной тренировки. За пределами монастыря подобных фруктов было не сыскать и за сотни золотых монет. Вишневые деревья стояли отдельно друг от друга, среди молодой листвы гроздями краснели ягоды, похожие на красные коралловые бусины, зрелище поистине прекрасное. Селянь и Фэн Синь следовали через рощу в поисках Му Цина и вскоре услышали впереди неясные голоса людей, которые явно о чем-то спорили. Двое невольно остановились.